Всем доброе утро. У нас замечательнейшая погода. Лёш, надо вот эти воду куда-то убрать. Уже не пригодилась нам эта вода. Ну как, она пригодится, она выпьется все равно. Просто мы думали, что активно дети начнут ее таскать в школу. Но нет, школа не случилась. Посмотрите, какая у нас замечательнейшая погода. Прогноз на ближайшие 5 дней. Солнечно, 15-16 градусов. Сегодня 15, завтра тоже 15. И на днях уже 16 будет. Вот. Кстати, на 5-м этаже написано «Кералык», что означает «сдают в аренду». А на 11-м так и продажа. Это у нас 4-комнатные квартиры, получаются 3+1. Вот, 5-й этаж Кералык. В Б-комплексе. В нашем я даже не знаю, потому что всегда видим только Б-комплекс. Вот, на 5-м Кералык появилась надпись. По-моему, буквально сегодня. Я не помню, чтобы до этого я ее видела. Серьезно? Давно Алексей, говорит, висит. Такая вот внимательная. У нас здесь пчеловод свою деятельность развел, я вообще не знаю. Это, мне кажется, даже не его участок. В общем, мед где-то будет. Да, воткнул, и как бы никто ему ничего не говорит. Вот, море блестит. Давно уже. Ну, есть такое, да. Никто не трогает чужое. Я уже говорила, что никто и на весах не обманывает. У них, мне кажется, меньше здесь, да, этой всякой чего-то. Прихватить чужое, обмануть. Вот. Страна мусульманская, верующая, глубоко верующая страна. И вы знаете, если даже... Алексей постель заправляет. Молодец. Ну, тут еще регион такой, мне кажется, здесь больше местных. Ну, так сирийцев тут тоже много. Ну, они все равно их тоже опасаются. Я знаю, что они раньше, когда только они пришли сюда, вот, в начале каких-то вот, так сказать, Миша, пиши, пожалуйста. проблем в соседней стране, им собирали материальные помощи, всякие благотворительные, всякие организации были организованы под это дело. Собирали для них вещи, продукты, мебель даже. А потом, какое-то время спустя, они немножко остыли, потому что не увидели отдачи от этого. Ну да, не было благодарности. Ну, с точки зрения турки очень хорошо себя... Турки всегда очень гостеприимные, открытые, готовые помочь. Был даже случай, когда наш турецкий друг совершенно незнакомую женщину привел домой, потому что у той возникли трудности, ей надо было звонок совершить, телефон зарядить, звонок совершить. Ну, короче, то есть вот они настолько доверяют. Ну, у нас бы чужая баба сидит, плачет. Ну, как бы можно, конечно, пройти спросить, но чтобы в дом привезти, чаем напоить и дать возможность телефон позаряжать, это какой-то вообще нонсенс. А вдруг она какая подставная, да, Лёш? Вдруг она какая-то тут специально сидит, актриса, игру играет, роль играет, да? Ну, нет, я не знаю. И вот он меня спрашивал, ты бы помогла? Я говорю, я бы помогла. Но в дом бы я ее не пустила. Мало ли, что она мне сейчас в дом подкинет, а потом ко мне придут разбираться. Вот, в дом бы я ее не пустила бы, а помочь помогла бы. Он мне говорит, у нее не было зарядки. Я говорю, я бы спустила ей зарядку, а так как у нас, комплекс он такой, это в России было бы сложнее ей помочь, да? А здесь у нас комплекс, пожалуйста, внизу розетка есть, беседка со светом. Я бы ее посадила бы в беседку. Это было дневное время, свет там не понадобился бы. Сказала бы, подождите, пожалуйста, принесла бы ей зарядку, помогла бы ей зарядить телефон, совершить звонок, вот, и чтобы она там вызвала такси или уехала, по какой причине там она не могла никуда двигаться, из-за того, что телефон у нее сел, плакала, сидела, а он ее в дом, вот, то есть это турок, понимаете, все-таки мы в более такой, не то чтобы криминальный, а, как это сказать, мы меньше все равно друг другу доверяем, я бы чужого человека в дом не привела бы.
Напишите в комментариях, как бы вы поступили. Безусловно, я тоже сердобольная, я бы тоже мимо не прошла бы. Я бы спросила, что случилось, почему такая ситуация. Она бы мне все объяснила, потому что женщина пошла на контакт с ним и стала... Ну, он был со своей женой, с Ардинч, нашей подругой. Вот, потому что, ну, в Турции это тоже было бы странно, если бы мужчина был бы один и притащил бы ее домой. Нет, они были вдвоем с Ардинч. Вот, ну, я бы тоже поинтересовалась бы. Максимально постаралась бы помочь, но в дом нет. Категорически в дом бы нет, не пустила бы. Вот, такие дела. Это что касается абсолютно чужого человека, да, то есть сейчас подумают, что я вообще какая-то. Нет, это, если это знакомая, безусловно, в дом, чай, там, если надо покушать. А это совершенно чужой человек, они вообще ее первый раз видят, не знают. Вот, такие дела, друзья. Это турки. Мы очень любим турков, они очень открытые, да. И вот то, что Алексей стал рассказывать, сирийцы, они стали не то чтобы не проявляли благодарность, они еще стали наглеть. Ну, как Алексею рассказала женщина, которая здесь уже давно живет, замужем за турком, вот, они стали наглеть, что-то требовать, и, в общем, со стороны турков в адрес сирийцев прекратилось такое, знаете, как это сказать? Вот если русских они любят всей душой и сердцем, то о сирийцах так сказать нельзя. Да, Леш? Потому что они очень часто... Тут же все, ну, мы с деньгами приезжаем сюда. Ну, не только русские, а все русскоязычные. Ну да, все русскоязычные. Казахстан тоже. Сюда пытаются как-то что-то заработать, где-то, что-то, как-то, куда-то. И... Может быть, не только заработать. Может, тут есть проблемные районы, в которых некоторые люди говорят, что здесь можно в Мерсине пойти и найти такие районы. Вот мы, честно говоря, не знаем, слава где богу. они, Да. как они называются, где они находятся. А русских они любят, русскоговорящих, да, действительно, я некорректно выразилась, русскоговорящих, потому что здесь отовсюду, не со всего, конечно, бывшего Советского Союза, но вот Казахстана здесь много, России здесь много. Вот, русских любят конкретно в нашем регионе не из-за денег, а вот просто любят. Мы вызываем такой интерес к нашему языку, у многих интерес, да. Не помню, кто же говорил Кападжи. Кападжи — это тот, кто следит за домом. Постоянно спрашивал, а как вот так будет по-русски? Ну, русские слова пытался тоже выцепить. Настена, по-моему, говорила. Пытается русские слова из Настены вытащить и выучить их тоже. Вот, то есть Настена, если ему говорит «Гюнайден», там «доброе утро», он спрашивает «Гюнайден» по-русски как будет? Она ему отвечает. Вот, ну, то есть они такие, и при том, что они все такие. Им вот интересен наш язык, наша культура, мы как люди им интересны. Поэтому мы так, собственно, тоже относимся к Турции, к туркам. Любим эту страну, это страна мечты. Вот. Поэтому пока... Не видно, засвечивается. Вот такие у нас дела, друзья. А мы сели, дети обедать, мы завтракать, но я с детьми ем суп. Шурпа у нас, гречка. Алексей отдельное государство, у него сыр. Что тут остатки этого, привезенные из России сгущеночки. И он сказал, что будет доедать блины. Масло сливочное, в общем, он ест завтрак, а я ем с детьми шурпу. Нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Я еще сделала с этим заправка для чимчи, зверобой. Зверобой положила и соевый соус с уксусом. В общем, вот такая вот вкусняшка будет у меня. Давай. Сейчас. Точно как лягушка. Английский язык смотрит. Donkey. Camel.
Camel. Миша, тут в уроке английского языка говорят, рассказывают, какие животные что могут, а что не могут. Вот написано penguins can't fly. Пингвины не умеют летать. Миша показывает, почему. Потому что лапки какие. Эти, крылья у них какие. Покажи их крылья. Короткие, да? Ну. Но они зато умеют вот так вот. Ну, говорит, зато они умеют вот так вот быстро что сделать? Скользить, да, ты сказал? Вот так вот делает пингвин. Алия, смотри! Отстань, у него нет времени смотреть. Вот так пингвин зато делает, да? Все, иди занимайся дальше. Интересное. Тебе прямо это самое. Тебя скрывает крытая камера. Крытая камера? Меня скрывает крытая камера. Приятно. Алексей решил звездочки новогодние собрать. Миша, а куда ты опять мой тапок дел? Как ты мне надоел? Слава богу, что мама обнаружила, что у меня там нет, когда начала видео. Со звездочками было красивее. Да. Что-то как-то пустенько, одиноко стало. Ну и этого, наверное, деда надо уже убирать. Ну давай. Прятать. Уберем, спрячем, так сказать. На двухсторонний скотч декорации новогодние клеили на шкаф. Теперь это все пойдет куда-то храниться. До следующего года. Если мы еще будем тут, конечно. На следующий Новый год, да? На следующий Новый год, да. Да ну нафиг, в России круче Новый год. Ой, а тут звезда порванная. А я отдираю. Поломанная, то есть. В России красивее, масштабнее. Тут мы как могли, конечно, дома украсили. Все равно было новогоднее настроение. Вот. Но все-таки именно Новый год в России надо проводить. А уж лето и весну можно и в Турции. Потому что сегодня какое число, ребятушки, у нас? 10 февраля. Посмотрите, дети ходят в кофтах. Со школы, что ли, идут. А? В одной кофте, да. Жарища на балконе. Солнце прям припекает очень-очень-очень мощно. Морешко такое красивое переливается. В общем, да, уже начиная, наверное, ну, с марта точно можно находиться в Турции. С марта до конца декабря. Ой, до конца ноября, потому что до середины ноября купальный сезон. До конца ноября можно быть в Турции. Декабрь, январь, февраль. 3 месяца надо быть в России. Вот. Потому что был период, когда у нас даже тут 1 градус тепла было. Прохладно, мягко говоря. Вот, так что, Мишута, надо подумать над тем, чтобы остаться вам в онлайн-школе и с начала марта по конец ноября быть в Турции. Как тебе мое предложение? Шик, блеск, красота? На 3 месяца в Россию, на санки, ватрушки. А потом на 9 месяцев в Турцию. Как тебе такой вариант? Нормально? Ну ты не... Нет, это не надо, это же не новогодний. Но ты ненавидишь онлайн-школу. Ну, Хотя после того, я как... могу до Нового года сделать все уроки и потом легко обратно в Россию на 3 месяца. И сколько хотим на ватрушках катаемся. Ой, все, давай делай, у тебя английский, между прочим. Ой, все. Ой, все. Миша, пингвин.
А что ты не сказал, как ты в прошлый раз сказал? Иу! Еще нехорошо полетел. Внимательно читает договор. С мамой договор заключил. В общем, Миша, значит, пишет: мама купит мороженое, если сделаю еще 2 урока. Кстати, давай пятюню. Он уже 4 сделал. Свой дневной план. Ежедневный план у него... Не прыгай на моей кровати, иди отсюда. Ежедневный план у него в день делать задание 4 дней. Вот. Сегодня он завершил свой 4-й день слишком рано, в 5 вечера. И я ему говорю: ты можешь еще взять урок? В общем, он отказывался, мы с ним торговались. И сторговались, что если он еще 2 урока возьмет, ну там легкие тестовые, да, 1 тестовый, 1 урок технологию, ты можешь 2 теста взять, а технологию на завтра оставить. 2 теста, потому что ты точно завершишь. Вот тест возьму. Вот, 2 тестовых урока он берет. Если тестовых, это имеется в виду, где домашние задания в виде теста. То есть надо все видеоматериалы просмотреть, сделать тренажеры, тесты после видеоматериалов. Тренажер нет, когда тесты. А потом сделать тесты. Тесты уже на отметку делаются. Вот, если он сделает сейчас еще 2 урока, то да, мы купим с Алексеем мороженое. А мама дальше пишет в договоре, значит, мама даст съесть мороженое, если Миша завершит эти 2 урока, и в личном кабинете онлайн-школы будут зеленые плюсики. Михаил Алексеевич? А если тесты, то сразу и отметки зеленые появятся. Да. Еще и у меня условия, сейчас напишу, чтобы эти отметки были 5. А вот это Что не вот так ты, А вот это не знаю, крутился в подписываюсь. носу, колупался. Я тогда не пойду никуда, мороженое куплю завтра. Ладно, давай. А следить буду, чтобы ты смотрел видеоуроки внимательно, а не крутился и в носу ковырялся. Потому что когда он смотрит внимательно все видеоуроки, он все письменные даже задания просто вот так, как орешки, щелкает. И делает буквально за 2 часа дневной план. Мальчик умный, блин, а ленивый просто до ужаса. Вот, поэтому мое еще условие, сейчас ты поставишь над этим условием подпись, под этим условием подпись, что задания должны решены быть на 5. Если 4, то я куплю мороженое, но чтобы его скушать. Ну, потому что куплю, потому что мы сейчас уйдем, и я не знаю, какие у тебя будут отметки, да? Вот, и если будет 4 по одному из предметов, то я куплю мороженое, но скушать разрешу, когда ты очередной день сделаешь 6 5. Саня, а как называется, Саня, то, что ты читал? Это чтение или как это, английский язык? Поэтому, Мишута, Текст пожалуйста, просто. старайся. До 3? Да. Хорош прикалываться, сначала объясни. Что тебе объяснять? Как ехать надо. Что там, никого не задавлю? Не знаю, вот мастер. Крути руль-то, а то сейчас Кручу. в стену упрешься. Ну, я и этого не хочу задеть. Ну, тоже не Хэ, зацепи, да. который. Короче, держись, народ. Оля выезжает со двора. Так, а я даже Чё держись, не народ? пристегнулся. Да, вот это самое. Что это самое? Ой. По Москве гоняла. По Москве гоняла, да. Это Шумахер. Че это, народ, держись? Держись, Шумахер выезжает. Да. Когда же доделать дорогу здесь вот Ты мне не нормально? сказал, в какой магазин едем. Куда ты сказал, туда едем. Ой, а что это? Подожди, что там не мигает. Так ты отъехал, он сейчас сюда будет ехать. Езжай. Ой. Езжай ты, правее езжай. Еще правее. Ой. Тамам? Вот так вот и ездит человек. Я не Мотоциклист. пристегнулась даже. Да вот и хрен-то. Вот хрен знает. Не пристегнувшись, Не матюкаюсь, давай. выезжает. Ты давай за дорогу. Ты с дорогой следи, да и тормози, да? Вот так вот и ездим. Тетенька, будь осторожна, тетя! Следи за дорогой, тетя. Обернулась. Так хорош ржать вообще.
Так. Тут этот... В зеркала смотришься? Как это называется сейчас? Ты меня... Что там? как это? Дезориентируешь и отвлекаешь. В зеркала смотришься? Зачем? Сзади никто не догоняет? Нет. Там машина ехала. Нет? Передумал. Тогда езжай туда, левее к тем машинам. Лужу объезжай. Так что... Вообще издевается муж, называешься. Да нет. Если знал бы, что ты мне повезешь, я бы даже выпил что-нибудь туда. А101 закрыт пока что еще. Жалко, а то бы уже приехали бы. Уже приехали бы, да, уже все уже. Все правее крутить. Видишь, как я тебя аккуратно везу? Вот прям вообще, Вот, да. видишь, ямки как объехала аккуратно. Да. Быстренько примчались. Где-то без фар даже едет. Да тут как-то никто не парится по этому поводу, я так обратил Так, мы в внимание. БИМ, да. А БИМ еще не приехали? Вот тут тоже какие-то вывески повесили. Патиссерия, ничего себе. Скоро кафе, мафе будет тут. Новое вообще. Патиссерия, это же эти сладости какие-то, правильно же? Типа кондитерская. Да, да. Ну, надо зайти как-нибудь будет узнать, что там продают и почем. Но пока визуально как будто только вывеской они увлеклись. Больше внутри столы стоят, абы как. Сзади никто нас не догоняет. А должен? Нет, просто интересуюсь, что поворачивать, чтобы налево-то надо. Кто тебе не помешал? Дяденька вот мне мешает. Ну, дождись, когда он пройдет. Рядом с этим фордом становись. Да пойдем. Пойдет, я не сильно центр. Нормально, пойдет. Или дальше дальше. Нормально, пойдем в БИМ. Все, приехало. Все, давай прям по фэншую все вот тут. Тык-тык, все. Чик даже, вот видишь, кнопочку не забыл нажать. Вот ты молодец. Пошли. Пойдем.